Вот по таким ступенькам мы поднимаемся в тенистые недра этого красивого парка. Вот это здание, так сказать, здание, на самом деле это просто крыша со стенами, закрытые от всех ветров, со столиками, со скамейками. Это место для таких посиделок, барбекю, которые очень любят местные жители. Вот так здесь хорошо, уютно, на улице солнце, глаза слепит, а здесь вот такая красота. Здравствуйте, меня зовут Эльвира Утрецкая. Я живу на Азорских островах, на острове Пику. И в начале февраля этого года исполнилось ровно 20 лет, с ума сойти, с тех пор, как я впервые ступила на Азорскую землю. Это событие для меня очень знаковое, потому что с тех пор вся моя жизнь так или иначе связана с Азорскими островами. Я работаю гидом-переводчиком, но в эти вот грустные времена всеобщих туристических локдаунов я, к сожалению, не имею возможности заниматься любимым делом. К экскурсиям онлайн, честно сказать, я относилась всегда довольно скептически, потому что я не верила, что можно через видео или фото передать всю мощь этих мест, всю эту энергию, всю эту необычность, особенность. У меня просто слов не хватает. То для того, чтобы объяснить то, что вы можете здесь почувствовать, но то, что я не могу объяснить словами. Вот. И я надеялась, что скоро это все кончится, и я снова начну работать. Но похоже, что это все затянется надолго, и я решила попробовать все-таки что-то сделать для того, чтобы знакомить вас с островом на расстоянии. Я попытаюсь вам показать какие-то местечки, которые не знают даже те, кто здесь бывал уже, то есть какие-то такие особенные местечки, или, может быть, всем известные местечки, но поданные в каком-то ином ракурсе. Я не обещаю вам объективности, потому что вся информация будет подана вперемешку с моими чувствами, эмоциями, потому что я иначе не могу, поскольку уже давно и безнадежно влюблена в этот остров и продолжаю влюбляться все больше и больше. Вот. Не судите меня строго, потому что это мой самый первый опыт таких экскурсий. Я буду делать все, что могу. Очень рассчитываю на вашу помощь в комментариях, либо одобрение, либо критика. Критике буду рада невозможно, потому что я буду пытаться совершенствоваться, исправляться, как это у меня получится. Ну, в общем, попробуем. Сейчас я вам покажу один из 3 больших парков на Пику. Это парк в местечке под названием Праиния. Он не входит, как правило, в обязательную программу экскурсий на Пику, поэтому, надеюсь, это видео будет интересно также тем, кто здесь и бывал. Приятного просмотра. Не судите строго за корявости, некоторые по неопытности. Будем надеяться, что все получится. Этот парк расположен там, где когда-то давно, в 1562 году, в результате извержения вулкана, ну, вы знаете, что Азорские острова, они вулканические, и вот совсем недавнее извержение вулкана по геологическим меркам в 1562 году. Вот. И лава стекала здесь, и потом образовала такие твердые поверхности, которые потом покрылись почвой, и таким образом получилось это местечко. Его здесь называют Мистерио де Праиния, что означает, мистерио это как мистерия, в переводе смысл такой тайна, то есть это некое тайное место, загадочное, которое вот так было прозвано местными жителями, поскольку местные жители, они пришли с континента, там такие явления не очень характерны, так мягко говоря, поэтому они не знали, что это такое, почему тут все дымится и почему так выглядит странно.
Поэтому назвали это все Миштерия. Вот. А потом, позже уже, конечно, по мере того, как слой почвы стал нарастать, начали появляться растения, начали засаживать это место и сделали вот такой замечательный парк. В 60-е годы прошлого века это место засадили соснами. Вот видите, здесь много сосен достаточно. Вот такой красивый сосновый парк. Ну, это один из 3 больших парков на Пику. Все они с соснами, то есть сосны там преобладают. Вот. Ну вот сейчас мы прогуляемся по такой симпатичной тропиночке, которая обрамляет парк. Я вам покажу некоторые другие деревья. Ступеньки и части тропинки заросли мхом. Очень приятно идти по этому коврику. И вот здесь такая густая чаща. Вот эти вот деревья такие, вот если вы видите, они такие корявенькие, такие изгибистые, совершенно неправильные формы, вот с такими листьями. Это называется инсенсу. Инсенсу в переводе с португальского значит благоухание. Вообще, на самом деле, по-научному это питоспорум волнистый. Если хотите, можете поискать в энциклопедии такое растение. Он не эндемик, но инвазивное растение, но очень хорошо здесь растет, очень изобильно. Вот. И почему инсенсу благоухание? Потому что зимой, в феврале, марте он цветет такими маленькими беленькими цветочками. Их почти незаметно, но они издают такой аромат шикарный. И их так много здесь, этих деревьев, и очень легко уловить этот запах просто даже из открытого окна машины, когда вы едете по дороге. Просто он проникает всюду. Но, к сожалению, правда, аллергики некоторые из-за этого страдают. Но мне очень нравится. Сейчас вот уже ягодки на нем. Я, наверное, где-то помещу фотографию, где есть цветочки. Вы увидите цветочки. Ну что, идем дальше. Тут такая вот густая растительность. Очень тенистая, красивая тропинка. Вся пронизана корнями от деревьев. И здесь очень хорошо растут. Очень тихое место. Слушаем пение птичек, которые по-весеннему сейчас заливаются. Идем дальше. Здесь вот развилка. Там одна тропка. И здесь другая, по которой мы шли. Продолжим наше путешествие. Здесь в основном инсенсу, перемежающиеся с соснами. Сосны довольно высокие. Видно только стволы. Сейчас выйдем на открытое место. Я вам покажу вершинки. Гнездо птички какой-то. Конечно, здесь сезоны мало отличаются один от другого, но весна характерна вот каким-то оживлением. Вот оно везде чувствуется, хотя здесь почти так же зелено, как и летом. Но вот птицы активнее, их больше слышно, их они сильнее, громче поют. Такой диванчик для желающих отдохнуть путников. Все поросло мхом. Вот этот вот такой кусочек тропинки. Даже мои шаги уже не слышны, потому что очень мягко идти. Просто идешь как по ковру. Сплошное наслаждение.
Похоже, что еще один диванчик. Недавно были сильные ветры, вот дерево повалило. Сосна так и лежит, ее еще не убрали. Обычно их убирают, чистят лес. Но тут, видимо, еще руки не дошли до этого. Вообще этот парк имеет площадь 15 гектаров. И в длину он простирается где-то на 2 километра. И за всем этим хозяйством ухаживает, представляете себе, всего один человек. Сеньор Жоан Соуза. Мы с ним поговорим потом позже. А здесь вот такой арт-объект. Небольшой такой детский домик. Там все такое маленькое, миниатюрненькое, но почти все как за правду сделано. Мы тоже в него заглянем и посмотрим, что там. Такой вот уголочек детский. А здесь детская площадка. И там подаль стоит мельница. Она новодельная, то есть это чисто арт-объект, но в традициях этой местности. Здесь прямо по курсу небольшая беседка такая каменная. Она сделана для того, чтобы спрятаться от внезапно начавшегося дождя, скажем, когда детки играют здесь на площадке. Очень хороший пункт наблюдения за детками. Хороший вид. Вот такая вот площадочка. Ну вот, а это та самая мельница крупным планом. Надо сказать, что исторически они здесь очень хорошо вписаны были в экономику, в быт Азорских островов, потому что в далекие времена здесь на островах выращивались практически почти все злаки, которые мы знаем: рожь, пшеницу, овес, кукурузу. Ну, то есть вот много злаков выращивали, соответственно, надо было это все перерабатывать. И фламандцы привезли эту культуру ветряных мельниц. И они по всем островам практически расположены, эти мельницы. Но, правда, сейчас от большинства из них остались только рожки до ножки. Но сейчас вот такая тенденция восстанавливать эти мельницы, делать из них такие арт-объекты. Видите, сосны какие. Вот. И даже строить новые мельницы. Это совершенно новодел, и ее тут никогда не было раньше. Ну вот теперь стоит. Такая вот, входим сюда. Очень красиво оформлен. Здесь вот такая мебель каменная с мухоморчиками. Ну и вот такой вот домик. Попробуем протиснуться в этот домик. Дверь открыта, заходи, кто хочешь. Вот такое вот здесь пространство. Кукольное. Мебель нарисованная, очень мило сделано. Здесь у нас душевая. Душ тоже изображен на стенке. Здесь у нас кухня. Вот, видите, как здорово все. Часы, лампа, все как полагается. Окошечки крошечные. И я на фоне этих интерьеров. Но помещаюсь еще пока.
туалеты. Надо сказать, что один из первых шоков, который я здесь испытала, это чистейшие, стерильные туалеты с туалетной бумагой, с бумажными полотенцами, с зеркалом, просто посреди леса. Ни одного человечка народу. Ну, такая чистота. А на минуточку, это был 2001 год. Можете себе представить, что было тогда на бывшем советском пространстве. Вот. А эта часть парка, она уже явно сосновая. Видите, вот тут вот такие стройные сосны. Сеньор Жоан Sousa, Sousa. Sim. é o funcionário do parque. Sim. Me diz, por favor, o que faz agora, por exemplo? Fui correr os caminhos para tirar maçaroca de pinho do caminho e ramo de pinho e tirar as monzas que a água vai juntando nas beiradas. Ага, Tem que retirar para fora para manter o caminho limpo. ok. Está cansado hoje? Olha, por acaso estou suando. Sim. Hoje tem sido, porque isto são 2 km de extensão de caminhos. Uhum. Para percorrer isto a pé, isto já para quem tem a idade que eu tenho já não são brincadeiras. Sim, é complicado. É complicado. Porque o jardim é muito grande. É muito grande, É muito grande. complicado, sim, sim. Isto vai desde o mistério Sim, até sim. lá abaixo ao fundo. Tem aqui embaixo um relevão grande, que a senhora se for lá também vai gostar de ver. Ага. De onde há o acesso à Baía de Canas A Baía de Canas, pelos, sim, sim, eu sei. pelos degraus. Ага. Tem, É também território deste parque? é Sim, território também? de trilho pedestre. Aham. Atravessa o parque de uma ponta à outra. Uhum. Pega lá em cima no mistério e vem sempre por aqui abaixo e vai sempre para baixo. Por isso Sim, tem sim, aqueles marcozinhos como estão ali, que é para indicar às pessoas o caminho. Ok. Muito obrigada, Sr. João. Muito obrigada, Claro. bom trabalho. Tem que ser isto. É não se trabalho pode- muito necessário para para ir, para o para povo. manter isto é muito necessário. Sim. Obrigада. А это другая часть парка. Она совсем по-другому устроена. Она на таком довольно крутом склоне. Здесь кругом ступеньки. Сейчас мы можем тоже прогуляться здесь. Наверное, многие спросили бы, про себя такой вопрос задают. Я его решила предвосхитить. Наверное, вы спрашиваете, почему такие тропинки красного цвета. Вот видите, вот такая поверхность дорожек. Вот я вам отвечаю. Ну, те, которые, конечно, не поросли мхом, как эти. Тоже красиво очень. Я вам отвечаю. Этот гравий, которым покрывают все эти дорожки, он из вулканической лавы. А лава здесь, на Азорах, 3 цветов. Бывают черные, бывают красные и бывают желтые. Прям совсем как в Атлантиде. Вот. Но красной лавы здесь больше всего. Черной тоже много. Ну, вот таким образом выдерживается такая натуральность всего здешнего дизайна. Можно посидеть немножко, послушать птичек. Причем этот гравий добывают из вторичных вулканов, которые расположены там выше в горах. Вот. Те, которые расположены возле дорог, их просто раскапывают, добывают этот гравий и транспортируют на строительство. Кирпич здесь делают тоже из этого же самого гравия, то есть измельчают его, но кирпич по большей части черный, из черного гравия делают, из черной лавы. А вот красную используют вот так мило. Вот такая особенность азорская. Очень интересно и красиво.
Парк устроен очень умно. Здесь есть как и большие открытые пространства, то есть для больших компаний, и есть вот такие вот милые укромные местечки для такого приватного застолья. Здесь есть мангал. Стоп, здесь не вижу мангала. Ну, видимо, здесь просто так можно посидеть за этим столом. Вот. А обычно бывает в таких местах и мангал. То есть, чтобы все тут вот так на двоих делать, такое свидание тет-а-тет. Никто вас не видит. Очень уютно. Вообще, что меня здесь умиляет, это то, что во всем, просто во всем содержится забота о человеке. Такое послание, что человек, живи и радуйся. Вот все здесь сделано для этого. Настолько это все тепло, просто, без каких-то там понтов, что называется. Все мило, просто ты и природа. Какой-то минимум удобств необходимых. Все есть, но без излишеств. И все вписано именно в контекст местности. Все родное здесь. Это одно из самых главных, наверное, что меня здесь восхищает. Походить по ступенькам, покрытым мхом, сплошное удовольствие. Никаких ковров не надо, посмотрите. Самый натуральнейший ковер из всех возможных. Ну не прелесть разве? Олешек бродит, ходит. Привет. Калы цветут. Птички поют. Красота, да и только. Вот я поднимаюсь на мельничку. Сегодня там открыта дверь. Сейчас мы посмотрим, что там делается внутри. А здесь внутри, похоже, будет сувенирная лавка. Но пока еще ничего нет. Просто вот такое симпатичное помещение. Пахнущее деревом. Очень пахнет деревом приятным. Такая витрина. Наверное, здесь скоро будет какая-нибудь туристическая помощь. И сувенирчики на этих витринах. Понятно. Посмотрим, что у нас снаружи творится. А снаружи у нас хороший день. Такая панорама. Сеньор Жуан там работает, стрижет траву. Жизнь кипит. Ну вот, первая наша экскурсия подошла к концу. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Очень рада буду вашей реакции, и лайкам и дизлайкам буду рада все равно, все на пользу. И надеюсь, что мы с вами еще когда-нибудь погуляем. Спасибо вам за то, что вы просмотрели все это. До новых встреч. Желаю всем счастья и путешествий.